Как заполнить форму I-765 для получения разрешения на работу в США? Вы заходите в свой личный кабинет, в верхнем меню выбираете пункт My Account и в выпадающем меню File a Form Online. Открывается новая страница, и здесь из выпадающего списка выбираете I-765. Эта форма одна для всех, поэтому здесь не будет отдельной формы для гуманитарного пароля или отдельно для украинцев. Это будет далее. Когда вы выбрали I-765, тогда в описании вы увидите, кто может податься на эту форму онлайн. И вот здесь уже есть категория C11 Parole. Это как раз то, что нам нужно. Также разрешение на работу могут получить люди, перешедшие на статус временного убежища. Здесь его все называют сокращенно TPS. Нажимаем кнопку Start Form. На новой странице описано, кто может податься на разрешение на работу онлайн, а кому нужно это делать в бумажном виде. Здесь опять же мы видим C11 Parole, это наше, поэтому идем далее. Далее про стоимость такой заявки. Обычно для всех это стоит $410, но для украинцев и афганцев эту стоимость уменьшили до нуля. То есть вы можете получить разрешение на работу в США абсолютно бесплатно. Далее описывается, какие документы вам будет нужно прикрепить к этой заявке. По сути, нужна будет форма I-94, ваше фото 2 на 2 дюйма и скан паспорта, загранпаспорта. И ниже описание, что вам нужно будет приехать сдать биометрию, то есть отпечатки пальцев. Дату вам назначат немного позже. И еще ниже информация, что после подачи заявления вы можете отслеживать статус вашей заявки онлайн и так далее. Нажимаем кнопку Next. На следующей странице описываются преимущества заполнения онлайн. Одно из, например, вы начали заполнять и вдруг закрыли ее, или у вас прямо сейчас нет фото 2 на 2 в электронном виде, то ваша незавершенная анкета будет храниться 30 дней, и вы можете продолжить заполнять ее с того же места, на котором вы закончили. Ниже информация о конфиденциальности, закон о сокращении бумажной работы. И ниже еще раз напоминаю, что ваша анкета будет храниться в течение 30 дней. Нажимаем кнопку Старт. И здесь начинается процесс заполнения вашей анкеты. Какая ваша категория, и в выпадающем меню нужно выбрать C11 Ukrainian Parole, чтобы подача заявки была для вас абсолютно бесплатная. Потому что если вы выберете просто C11, то стоимость будет $410. Зачем вам это надо? Не надо, поэтому выбираем C11 Ukrainian Parole. На следующем шаге выбираем причину, по которой вы хотите получить разрешение на работу. Здесь первый пункт — это первоначальное разрешение на прием на работу, второе — замена утерянного, украденного или поврежденного документа, и третье — это продление разрешения на работу. Далее, заполняли ли вы когда-нибудь форму I-765? Мы в первый раз, поэтому выбираем No. На следующей странице вопрос, помогает ли вам кто-нибудь с заполнением данной формы. Если выберете «Да», то нужно будет указать еще некоторые данные этого человека, который вам помогает. Я заполняю сам, поэтому выбираю «Нет», никто мне не помогает. На следующем шаге вписываем ваше имя и фамилию из загранпаспорта. Middle name — это не отчество, поэтому оставляем его пустым. Здесь вопрос, пользовались ли вы другими именами с момента рождения. Я выбираю «Нет» и нажимаю «Next». На следующей странице нужно заполнить данные для связи с вами. Это ваш местный номер телефона. Mobile number можно оставить пустым, так как номер, который вы указали выше, будет использоваться по умолчанию. Поле email, скорее всего, будет заполнено автоматически, но на всякий случай перепроверьте правильность его написания. Далее нужно указать ваш текущий адрес. Если вы вдруг планируете переезд в ближайшие дни, то как вариант вы можете вписать ваш новый адрес, так как на обработку заявления обычно нужно от 2 недель до месяца. Поэтому как раз пока рассмотрят ваше заявление, вы сразу получите ваши письма по вашему актуальному новому адресу. И когда вы впишете ваш адрес, то здесь интегрирована автоматическая проверка через базу почтовой службы, чтобы письма приходили правильно и без ошибок. Выбираете рекомендованный адрес и нажимаете кнопку Use Selected Address. Далее вопрос, ваш почтовый адрес совпадает с вашим физическим адресом? Я выбираю «Да». На следующей странице выбираете пол, male – мужской, female – женский и семейное положение. Первое – холост, второе – женат, замужем, третье – разведен, разведена и четвертое – вдова, вдовец. Нажимаем Next. На следующей странице вписываем город, в котором вы родились, на английском языке. Далее область, тоже на английском языке. И выбираем страну, в которой родились. Выбираем Украину. И далее указываем дату вашего рождения. И на всякий случай напомню, в Америке сначала указывается месяц, потом дата, потом год. Просто запомните навсегда, что в Америке всегда в начале месяц, потом дата, потом год. И никак не наоборот. Нажимаем Next. На следующей странице выбираем ваше гражданство. Я выбираю Украина. В следующем пункте нужно вписать ваш номер вашей формы I-94.
Его вы можете найти вот здесь, и это есть ваш номер. Потом дата, когда вы попали в США. Эта дата тоже есть у вас в вашей форме I-94. И выбираете место прибытия. Мы прилетели сразу в Майами, поэтому я выбираю Майами, Флорида. И какой у вас был статус по прибытию? По U4U выбираете UHP, Ukrainian Pro. Потом указываете номер вашего загранпаспорта и дата окончания срока действия вашего загранпаспорта. Потом какая страна вам выдала паспорт. Я выбираю Украину. Далее, какой ваш иммиграционный статус. Здесь снова выбираю UHP, Ukrainian Pro. И далее, если у вас есть номер студенческой визы, вписываете его здесь. У меня студенческой визы нет, поэтому оставляю это поле пустым и нажимаю Next. На следующей странице нужно ввести ваш A-number. Его вы можете найти на вашем листе Travel Authorization. Вот здесь это именно он. Далее ваш номер USCIS, по умолчанию он уже введен. Потом два вопроса про Social Security Number. Первый, получали ли вы когда-нибудь ваш Social Security Number? Если да, выбираете «Да» и вписываете ваш номер. Если вы его когда-либо уже получали, то он остается тем же, это как наш идентификационный номер закрепляется за вами на всю жизнь. И второй вопрос, хотите ли вы, чтобы Social Security Administration выдала вам карту социального страхования? Если вы выберете «Да», то нужно подтвердить ваше согласие на передачу вашей информации в Social Security Administration, чтобы выдать вам ваш Social Security Number. В нашем случае мы уже были в офисе Social Security Administration и уже зарегистрировались там на получение этих карт, поэтому здесь я выбираю «Нет» и «Нет» и нажимаю Next. На следующей странице нужно прикрепить фото в формате 2 на 2 дюйма, и здесь описаны все требования к фото. И здесь же есть ссылка на онлайн-инструмент для правильной обрезки вашего фото в нужном формате и в нужном размере. Кликаем на эту ссылку, и на новой странице справа в блоке, если у вас уже есть фото, нажимаем ссылку «Фото Tool». И тут просто загружаете ваше фото на белом или просто сером фоне. Скорее всего, фото обрежется автоматически, и это будет правильно. А на случай, если фото обрезалось как-то криво, то можете обрезать его вручную. Просто перетащите глаза с нижней панели инструментов на глаза на вашем фото, как показано здесь на анимации, и все. Все будет готово. И скачиваете ваше готовое фото. Возвращаемся на страницу, где нам нужно было загрузить наше фото. Загружаем скачанное фото и нажимаем Next. На следующем шаге нам нужно загрузить нашу форму I-94 или любой другой документ. Здесь все есть в описании. Я загружаю свою форму I-94, выбираю тип документа, который загрузил, форму I-94, и нажимаю Next. И здесь я загружаю скан загранпаспорта и нажимаю Next. На следующем шаге можно добавить дополнительную информацию. Я здесь ничего не дополняю и нажимаю Next. И вот тут мы видим стоимость подачи заявки. Для примера, если в самом начале я изменю на просто C11, то цена будет $410. Возвращаю на C11 Ukrainian Pro, и подача заявки становится полностью бесплатной. Нажимаю Next, и вам предлагается перепроверить все данные перед отправкой заявки. Перепроверяю и нажимаю Next. На новой странице вы ставите галочку и подтверждаете, что вы можете читать на английском и поняли все, что вы заполнили. Нажимаете Next. Далее ставите галочку, что все прочитали, и для подтверждения подписываетесь под всем этим, вписав ваше имя и фамилию на английском языке. И нажимаете Next. И все. Это последняя кнопка для отправки заявления для получения разрешения на работу. Нажимаем ее, и все готово. Тут появляются сообщения об успешной отправке и кнопка «Перейти в мои кейсы». Переходите в ваши кейсы, здесь вы можете найти номер, который вы можете добавить в мобильное приложение, например, для оперативного отслеживания действий по вашему кейсу. Ну и собственно на этом все. Обычно за помощь в заполнении такой формы берут в среднем $50, а теперь вы можете бортануть всех этих спекулянтов и сделать все самостоятельно, быстро и бесплатно. Буквально 10-15 минут и все готово. Бинго!